Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, хотел бы тепло поприветствовать всех участников заседания в формате ШОС+. Мы уже не первый раз встречаемся в таком широком составе, объединяющем глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, лидеров стран-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, гостей председательства, а также руководителей ведущих международных организаций. Это наглядно свидетельствует, что искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти. И все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией. Наряду с 10 полноправными членами в орбиту Шанхайской организации вовлечены 2 страны-наблюдателя, Монголия и Афганистан, и 15 партнеров по диалогу. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Ханглуна Сосулита с тем, что сегодня единогласным решением Совета глав государств его страна также получила партнерский статус. На рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения. Главное, что все те, кто хотят наладить взаимодействие с Шанхайской организацией, разделяют ее ценности и идеалы, привержены проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем. С момента создания в 2001 году ШОС активно участвует в усилиях по формированию на нашем общем евразийском континенте атмосферы мира и безопасности, доверия и сотрудничества. В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпинем по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпиня и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья. И думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности. В рамках ШОС также энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5%. Это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%. Углубляется взаимодействие в области энергетики, финансов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, инфраструктуры, высоких технологий, инноваций и транспорта. Не менее важно и то, что участники Шанхайской организации традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию. Именно на этой основе углубляются контакты между людьми, строится взаимодействие в сфере науки и образования, здравоохранения и спорта. Пользуясь случаем, упомяну, что 20 сентября в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни «Интровидение». Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече.
а то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть на международную повестку. Также приглашаем делегации всех ваших государств на стартующий на следующей неделе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и на форум «Россия. Спортивная держава», который состоится в ноябре в России в городе Самара. Нынешняя встреча, несомненно, будет полезной и поспособствует укреплению дружеских отношений между всеми представленными здесь государствами. Послужит актуализации широкого взаимодействия на самых разных направлениях. Благодарю вас за внимание.